Всем привет! В этом видео мы посмотрим на этапы создания некоторых из концептов к конкурсу Concept Artist. Итак, начнем с первого задания, с главного героя, с легендарного пирата. Поскольку задание первое, давление сроков еще не ощущается, на этого персонажа было потрачено достаточно много времени, я позволила себе сделать 2D скетч, на котором я подумала, какие в принципе элементы я могу добавить на персонажа, чтобы сделать его интересным. На самом первом же этапе мы уже видим осьминога на голове, мы уже видим погоны в виде наростов на плечах, уже видим поросшесть травой, ну и я планировала сделать бороду в виде такой же поросшести травой. Также уже на первом этапе я думаю, какую пиратскую атрибутику добавить персонажу, чтобы он считался именно пиратом, а не каким-то рандомным персонажем. В первую очередь это, естественно, пиратская шляпа. В принципе, от пиратской атрибутики никуда не деться. Чтобы персонаж считался пиратом, нужны какие-то отсылки. После этого я перехожу в 3D, делаю достаточно быструю 3D-болванку, на которой обозначаю положение основных элементов, но не вдаюсь в детали абсолютно. И после этого перехожу обратно в Photoshop, накладываю цвета с помощью режима Hard Light. Здесь главное акцентно подчеркнуть портретную область персонажа с помощью цвета, а также руки. Что мы видим на данном этапе? Также хотелось сделать акцент на плечо, но уже не такой активный, поэтому там небольшой по площади акцент в виде морской звезды на плече. Дальше идет детализация. Также на этих этапах я стараюсь еще больше добавить символики. В основном это черепа и кости. И на последнем этапе мне показалось, что пирату не хватает пафосности. Все-таки это капитан корабля. Ему нужно выглядеть более главным, более внушительным, поэтому я сделала силуэт более обобщенным за счет плаща из мха. Персонаж стал выглядеть более массивным, более внушительным за счет более общего силуэта. Но когда сроки начинают поджимать, можно начинать концептить сразу в 3D. Что мы видим на примере Мермана? Здесь я сразу делала в 3D модель, причем я абсолютно не концептила персонажа, за исключением его лица, то есть персонаж голый. Здесь 3D используется для того, чтобы обозначить положение конечностей, положение элементов и их масштаб и общую форму. После этого уже сразу переходим в Photoshop и в ЧБ делаем Overpaint 3D модели. Добавляя определенные детали, меняя некоторые формы, добиваемся желаемого результата. После этого пайплайн аналогичен пирату, добавляем цвета, детализируем и делаем небольшие изменения, добавляем эффекты. Здесь я поменяла ему цвет тела, просто потому, что слишком он получился зеленый и потерялся акцент на портретной области. 3D является лишь основой и опорой для нас в работе. Финальная картинка, финальный концепт может радикально отличаться от 3D-болванки. Главное не бояться ее менять и стараться максимум изменений сделать на начальном этапе работы, чтобы все-таки к финалу были только минорные изменения, цветовая коррекция и детализация. Небольшие объекты также можно делать с помощью 3D. Такие объекты, как здесь, очень удобно делать в ZBrush с помощью инструмента радиальной симметрии, так как мы можем делать только один элемент, и он будет автоматически размножен на нужное нам количество. Соответственно, это очень ускоряет процесс. И дальше переходим в Photoshop и стандартно накладываем цвета через Hard Light и детализируем. В интерьерах я также пользуюсь 3D-болванками, но уже не в ZBrush, а в SketchUp. Супер простая 3D-болванка, которая задает только основной ракурс и положение элементов. Здесь мне хотелось дать в каюте побольше символов. Мы можем увидеть различные силуэты рыб, черепов, костей и осьминогов. На каком-то этапе работы
нужно понимать, что есть шанс передеталить. И поэтому определенные элементы я убираю. От каких-то вещей приходится отказываться, чтобы картинка не превратилась в фарш из деталей. Отделяем передний план с помощью дымок и тумана на более дальний план, корректируем освещение и некоторые цвета, которые мне показались слишком затемненными. В интерьерах также присутствует воздушная перспектива, хоть и нет такого масштаба, как в экстерьерах, и то, что дальше от зрителя, должно обладать меньшим контрастом, чем то, что ближе. И, соответственно, этот момент нужно корректировать и стараться соблюдать законы воздушной перспективы и в интерьерах тоже. Окружение я делаю стандартным способом, без 3D-болванки, потому что в окружении очень много произвольных объектов и, в принципе, очень много объектов, чтобы быстро их выполнить в 3D с моим уровнем навыков. Поэтому пайплайн здесь стандартный от ЧБ скетча, постепенно добавляя детали, и на любом удобном для вас этапе переходим в цвет и уже работаем в цвете. Я перехожу в цвет достаточно рано, когда еще предстоят значительные изменения в работе. Но если вы сделаете большую часть работы в ЧБ и на финальном этапе только перейдете в цвет, это тоже хороший вариант. Хочется сказать про ракурс. Я не могу часто сразу охватить тот ракурс, который мне хотелось бы, поэтому я начинаю в том масштабе, в котором у меня получается, и когда понимаю, что слишком сжато получилось, я расширяюсь, кадрирую работу вверх и в ширину и заполняю пространство новыми объектами. Соответственно, расширяю масштаб, расширяю горизонты своей работы. Также хотелось бы здесь обратить внимание на акцент в работе, который делается за счет цвета и света. В принципе, вся работа достаточно темная. Самое главное световое пятно сфокусировано на здании. Также здесь для создания акцента помогает цвет. Вся холодная синяя палитра работы контрастирует с желтым освещением. Ну и на финальном этапе мы просто детализируем и корректируем цвета. Также поправляем воздушную перспективу. Если правки в воздушной перспективе появляются в процессе работы, это нормально. Когда много объектов, сразу не получается их удержать в воздушной перспективе, и поэтому дымками мы можем на любом этапе работы какие-то моменты воздушной перспективы поправить. И следующая работа по окружению. Здесь то же самое. Быстрый ЧБ скетч. На раннем этапе переходим в цвет, добавляем детали и корректируем освещение. Также работает цветовой и световой акцент. Общая холодная палитра контрастирует с теплым освещением. Также я расширяюсь на уже довольно позднем этапе работы. Расширяю ракурс. И там главное не перебить основной акцент. Акцент на монстре на дальнем плане в виде светящихся глаз, он достаточно небольшой и не противоречит основному акценту картинки. Также пару слов хочется сказать о целостности проекта. В первую очередь она достигается за счет общей цветовой палитры, но здесь нужно искать баланс между одинаковостью и разницей, чтобы персонажи не сливались в кашу, но при этом смотрелись единым целым проектом. Плюс единство стилизации и даже какие-то общие элементы. У персонажей похожи глаза, похожи рты, используются некоторые, в принципе, общие элементы, плавники. Они, естественно, не полностью идентичны, но очень похожи, похожая структура, и за счет этого добавляется целостность персонажа. Окружение в этом плане также подходит к персонажам по цветовой палитре. Естественно, здесь уже напрямую использовать какие-то похожие элементы не получится, но символы в окружении также присутствуют. Осьминоги,
кости, черепа, рыбы. Силуэты присутствуют на различных элементах